Забросила нас судьба в Хадеру. Хадера — это очень большой город, ну, по израильским меркам. Тут 100 тысяч живет. Мы привыкли, в последнее время мы как-то посещали города, где типа 40-50 тысяч максимум, а то и кибуцы, где по 1000 человек живет. И вот сейчас вернуться снова в город 100-тысячник. Тут очень прикольно пальмы растут по центру улицы. Она в целом похожа на Ришен чем-то, но из-за пальм, которые вот на узенькой полоске травы растут, тут есть какой-то свой филинг, свой какая-то атмосфера своя. Ну и вот на основной улице, как обычно, огромное количество магазинов, кафешек. Растут деревья вот в таких вот скамейках, можно сказать, окруженные скамейками большими. Вообще у этого города есть какой-то свой вкус, уже сразу его чувствуется. Вот такие тут закоулочки с граффити, с большим количеством зелени, кондеи висят, белье сушится. Ну, в общем, такие дома на курьих ножках. Вполне типичный Израиль. В Хадере встречается оригинальная архитектура дома. Вот идет дом, и балкон вот так вот выпирает. То есть он отдельно как бы от дома стоит. И за счет этого образуется крыша, под которой прикольно можно прятаться под дождем, если стоишь. И здесь еще такая маленькая полосочка крыши. Надписи часто дублируются на русском. Стоматология, эстетическая медицина. Казалось бы, израильский такой типичный город, но русский язык встречается повсеместно. Такие тут перекресточки. Очень много машин, ну потому что это большой город. 100 тысяч это много для Израиля. Как обычно, на будках арт. Сначала я подумал, это улитка с такими усиками, но потом я увидел, что, наверное, может быть, это какая-то еда. Напишите, что это. Может быть, это шаурма какая-нибудь. И главной улицы мы решили свернуть налево и пойти по парку. Тут где-то парк есть. Это вот один из центральных парков. Так он выглядит, такая аллея с пальмами. И по обе стороны от нее, ну, такие лужаечки с деревьями. Это мемориальный комплекс Яд Лебаним, или рука братьям, братская рука. Это комплекс, увековечивающий память жителей Хадеры, павших в войнах. И дерево такое. Ну, не дерево, а кактус. Вообще прикольно ощущение. Парк сделан довольно неочевидно. То есть у тебя идет дорожка, с нее такой большой спуск, и ты идешь, по сути, как по такому постаменту высокому, а чуть ниже утоплены ниши с деревьями, кактусами, какими-то вот этими зелеными растюшками. Ну, такое странное ощущение, как будто ты идешь по красной ковровой дорожке на модном показе. Такая модель. Ту-ту-ту-ту. Кружочки с кувшинками. Так мило. То есть кувшинки не просто там плавают, где попало, а у них есть специальные такие кружочковые ниши. И он даже расцветает, цветочек. В этом парке есть такие небольшие прудики, в которых много карасей плавает. Вот это как бы условные караси. На самом деле вот этот вот рыжий, например, он размером с мою руку по локоть. То есть они большие, эти рыбки все. Прикольно. Он не очень большой такой прудик, но рыбкам, я думаю, нравится и вполне комфортно. Вот, собственно, вход в этот парк. Такое пространство. Много кошек симпатичных, бегает пушистых. Вот у этого места абсолютно есть какой-то свой вкус. Это не просто какой-то безликий город. У него есть какое-то свое вот ощущение, когда тут гуляешь. И, кстати, много русского языка. Огни Дербента. Ничего себе. Токийское ощущение тут есть. Это странно немножко в Израиле чувствуется. Тут действительно много русской речи слышно. Мы прямо уже видим вокруг соотечественников наших. Но есть и люди из других тоже каких-то культур и религиозных течений. Многообразное тут чувствуется замес культур. Много разных людей. И на самом деле мы уже видели несколько людей в сильном алкогольном опьянении и видели бездомных каких-то. То есть этот город, он такой, может быть, по контрасту с местами, где мы были,
Может, просто нам сейчас так встретилось, но вот на основной улице они там тусят, не знаю. Ну, в общем, почувствовали, что тут есть тоже как бы много людей со сложной судьбой. Такая еще одна нарядная улица с большим количеством людей. В магазинах покупают что-то, идут по своим делам. А тут, конечно, движ. То есть мы уже так отвыкли от такого количества людей, да, с тобой. То есть, например, даже в Пардесе, например, где мы сейчас живем, там, ну, по сравнению с Хадерой, там просто пусто. А тут как бы, ну, знаете, ощущение даже, что тут больше людей, чем в Ришине. Хотя в Ришине как бы популяция больше, но тут вот гуляешь, и как бы вот на улицах много народу. Вот мы вышли на такую периферийную улочку небольшую. Пойдем сейчас куда-нибудь углубимся в дебри самые. Так она выглядит. Тут тоже много всяких кафешек. И вообще такое ощущение, что этот город, он дышит бизнесом. То есть тут очень много маленьких всяких мастерских. То есть везде малый бизнес. То есть прям вот все улицы, они в магазинчиках, в мастерских, в кафешках. То есть все время какая-то движуха тут такая. Больше всего аналогия возникает с Ришином. Вот сколько я не хожу по этому городу, никак не могу отделаться ощущение, что я именно в Ришине. Причем, может быть, не в самом центре, но вот в каких-то райончиках, которые ты идешь вот по центру Ришина, свернул, и вот очень-очень похожие и домики, и вот эти вот рабочие помещения, и всякие кафешки маленькие. И, в принципе, достаточное количество граффити похоже. Так что можно сказать, что с какой-то степени города побратимы. Наверное, старые города, ну, старые в том смысле, что в них есть старые дома, старый центр, старый город. Но не такой старый, как в Акка, где вот эта крепость, там все дела, а именно такой старый, просто как жилой фонд. Он, наверное, в Израиле просто очень похож. И в этих городах это чувствуется. Такое прикольное дерево, снизу толстенькое. Еще какой-то кусок от дерева торчит. И из старого вырастает что-то новое. Как и с городом. Ну вот по индексу деловой активности, конечно, Хадера, она на первом месте в Израиле пока что среди мест, где мы были. Ну, может быть, окей, в Тель-Авиве там тоже как бы свое есть. Но вот именно по таким вот маленькому бизнесу, малому бизнесу, тут прямо вот расцвет и очень много людей вокруг. То есть такого движа, ну, именно мы же не на первую улицу, мы уже на 4-ю улицу вышли, и они, в принципе, все 4 очень похожи. То есть абсолютно не спальные. Есть, наверное, люди тоже живут, ну, на верхних этажах. Где-то, да? Тут высокие дома местами. Но в целом, как бы в основном тут люди вот что-то такое покупают, продают. Походу мы подошли к рынку. И вот вся территория рядом с рынком, она, видимо, такая деловая. Тут, кстати, уже русский язык везде. В общем, знаете, что будет, если скрестить Хайфу с Ришоном? Получится Хадера. Вот что-то такое вот по ощущениям. Довольно-таки плоско, единственное. То, что в Хайфе там очень крутой рельеф, то тут плоско. И вот такая замечательная фруктовая тарелка лежит в центре кругового движения. Такой движ тут прям. Очень необычно после кибуца и после даже Пардеса, очень необычно тут гулять. Примерно такие видео показывают обычно блогеры из Израиля, которые переезжают и начинают свои первые шаги. И ты видишь вот эти вот домики, часто обшарпанные, с большим количеством кондиционеров и бельем, которое сушится на улицах. И обычно возникает какое-то такое впечатление, типа, ой, ну, все какое-то обшарпанное, как-то все выглядит, типа, не очень. Но на самом деле постепенно ты такой выходишь на центральную улицу и думаешь, вау, да тут и деревья классные растут, и магазинчики прикольные, и все такое. То есть вот такой обшарпанный вид поначалу может пугать именно потому, что тебе кажется, что там внутри обязательно очень плохо или вокруг как-то все не очень. Но просто это старый фонд, и он такой, ну, не облицованный, что ли, там нет какой-то штукатурки. На самом деле часто внутри квартиры бывают вполне себе хорошие, с неплохим ремонтом. Ну и в центре тоже
классно, и куча кафешек, много чем можно заняться. Кормежка голубей, столовая, здравствуйте. Напоминает Ришин вот это очень, да, все. Такие огромные корни, идешь мимо них, как будто внутри целый шалаш какой-то. Толстые такие. Креативная реклама с двумя девочками, которые читают книгу. И этот дом, он как какие-то жизни людей, которые вот ребенок читает. Я так это интерпретирую. Вроде реклама, а вроде какая-то философская мысль. Такие тут доски объявлений на ножках. Что-то в этом есть такое аутентичное, с крышечкой, с такой аккуратненькой. Что-то еврейское есть в этом, в общем, в такой доске объявлений. И вот если мы немножко пройдем дальше, то тут очень красивый такой променад. Ну, я не был в Одессе, но мне кажется, вот что-то есть из Одессы. Ну вот, окей, я был, когда был маленький, был в Донецке, жил в Ждановке, город Ждановка. И вот там что вот какой-то такой дух. Очень уютный. Вот этот дом, он трехэтажный. И вот ты так идешь вдоль этого дома. Он немножко обшарпанный, может быть, но очень милый. Вокруг кустики, маленькие вот эти вот клумбочки. Тут вот такой вход. И интересно, что это лестница. В стенах прозрачные вот такие витражи, когда ты поднимаешься по лестнице, чтобы лестница дышала. Пытаются везде израильтяне все украсить, даже будки с какими-то коммуникациями разрисовывают. Вот эти вот променадики, они, конечно, очень красивые, встречаются. Решетки на окнах — это отдельное искусство в Израиле. Тут, например, видно, что это как бы под кондиционер решетка сделана, но, видимо, он не поместился, он раза в 2 больше, чем эта решетка, и поэтому мы поставили просто рядом. Вот, но решетки, они тут самые разнообразные в Израиле. Вот есть такие витые решетки, есть решетки на балкон. То есть, если вы, я думаю, если вы кузнец, то вы в Израиле себя найдете. Я думаю, много будет желающих у вас что-нибудь заказать, такое именно, ну, руками сделанное. Спит котяра. Красивый такой, рыженький, на картоночке. И вот так вот можно пройти насквозь. На самом деле, далеко не везде в Израиле можно вот пройти насквозь с одной улицы на другую. Мне это очень нравится. К сожалению, многие израильтяне любят заборы тоже. Есть такое. Но это, на самом деле, это я так как бы пошутил. Тут дело не в том, что любят заборы, а то, что каждый как бы дом, там же люди платят свою арнону, и они вот, ну, за это место, видимо, платят, чтобы его убирали, поэтому многие дома огорожены заборчиками. Тут очень плотная застройка, конечно. То есть прямо вот комарик не проскочит реально. То есть вы видите, да? Прям дом на доме стоит. Вот мы вышли, продолжаем углубляться. Мне больше всего нравится именно смотреть в Израиле жилые кварталы. Вот центр, все вот эти туристические места, так скучно и неинтересно. В этом не чувствуешь жизни, не чувствуешь, ну, настоящего чего-то. Настоящий Израиль, он вот в таких местах, где люди живут. Например, прикольно, огромное количество баллонов. Я думаю, это баллоны газовые, наверное, ну, чтобы пользоваться там газовой плитой, например. И вроде такой домик, знаете, он ничем не примечательный, да? Такой серенький домик, 4-этажный. Но вот тут такой... Люди просто взяли и сделали себе маленький праздник. Вот как бы выходишь из подъезда, всякие коляски стоят, детские игрушки. И вот тут такая маленькая укромная клумбочка с красным велосипедом, с кактусами, вот чтобы поднять себе настроение с утра, когда идешь на работу. Вот это я очень люблю такие моменты. Таких, кстати, вещей в Москве не встречается вообще. Все, что украшается в Москве, это делается именно муниципалитет делает. А обычно, ну, очень редко бывает, какая-нибудь бабушка, может, какой-нибудь садик там тоже под окном у себя сделать. Но это, в общем, редко на самом деле. А тут прямо это часто встречается. Причем даже тут вообще места, вот где мы сейчас, они довольно-таки, ну, раздербаненные. То есть тут как бы можно в этом усмотреть какой-то элементы современного искусства, как вот этот вот кусок, который тут торчит. Ну, не то чтобы грязно, ничем не пахнет, но, в общем, не очень ухоженно. Но все равно вот люди, они себе пытаются как-то вот красоту какую-то создать. Для любителей коммуникаций так вот выглядит разводка воды с счетчиками. Да, то есть вот это счетчики воды, как-то в Израиле делается. Вот один подходит, ну, гидрант, как бы, не знаю, как это называется, и вот к нему идет разводка по квартирам уже.
Причем шланги гибкие, заметим. Вот они уже уходят куда-то. Довольно-таки необычно на самом деле. В Москве такого не увидишь. И тут вот еще один такой момент милый. Вот просто как бы чей-то подъезд, там поднимаются вверх люди, там живут квартиры, и вот тут просто стоят такие стульчики, креслица, можно посидеть. Нет, это отдают, видимо, это не телевизор, наверное, это воду наливать. Да, это штука, чтобы сок наливать, ну или какой-нибудь там. Вот. Тут, кстати, тоже газовые баллоны стоят какие-то. И вот, ну, как бы, если ты хочешь, чтобы у тебя был газ, ты можешь вот так вот прифигачить себе баллон, видимо. Цепью его прицепить к стене, чтобы точно никто не украл. Да, цепью к стене, чтобы точно никто не украл, это интересно. На замочек, заметим, да? Вот замочек, все серьезно. Бойлер у нас кто-то присобачил себе. Что-то прикольное. Вот этот вот определенный есть в этом такой шарм, я бы сказал. Что какой-то, знаете, такой стимпанк. Вот стимпанк, загуглите, что это, кто не слыхал, потому что это, не самый популярный термин. Стимпанк. Вот тут этот момент он есть. Многим нравится такое. И вот идешь и видишь в арке какие-то яркие цвета и машины. И вот приятно всегда входить в такие арки. Тоже мне нравится. Тут, кстати, кто-то устроил склад на втором этаже себе. Такое место такое, в общем, странное немножко. Это и не промзона, и вроде бы, наверное, тут склады для каких-нибудь магазинов, которые вот на этой улице. Ну что, давайте сходим, посмотрим, что там. Такой переулочек. Ну, нормально. Тут он, конечно, грязноватый, может быть, но, в принципе, не воняет ничем, уже хорошо. И вот мы выходим отсюда. И тут магазинчики, да. Вот в этом магазине мы видели его склад сверху. Очень удобный магазин и сразу склад. Тут тоже что-то. Вот такая спокойная маленькая улочка, на которую мы вышли только что. Вот эта улочка, она уже напоминает мне какой-то Париж, наверное, да. Францию. Вот это место. И вот эти деревья тоже. Это вполне себе по ощущениям что-то такое парижское. Давайте посмотрим, что это за парк. Интересно. Тут кушают фалафель, всякие, есть обмен валюты, пожалуйста. Будка украшена деревом жизни. И вот парк. Он, видимо, не очень большой, такой сквозной, просто чтобы из одного райончика в другой перейти, с одной улицы на другую. В общем, нарядно. Что тут гулять? Какой-то там... слушай, так это же вот этот парк... Понятно, это мы сделали круг. Мы пришли в парк, который мы проходили. Надо же, как мы пришли обратно. Наверное, самые сыкотные пальмы, которые я пока что видела, они на таких тоненьких стволах растут и еще так раскачиваются сильно. Хотя сейчас вроде ветра-то особо нет, но они реально как одуванчики туда-сюда, туда-сюда. Блин, такой экстрим пройти под ними. Ух. Ну вот мы пересекаем парк и идем в сторону моря. На самом деле Хадера находится ближе к морю, чем Ришен, например. В Ришене мы шли до моря 10 километров, тут типа 4-3, не знаю, вот в таком ключе. Такая пальма прямо встроена, прижалась к какому-то домику. Интересный контраст. Стоит старый дом хадерский и рядом новые дома. И вы можете увидеть такое, знаете, сочетание прошлого и настоящего. Ну, как, безусловно, новые дома, они выглядят очень стильно, потому что новое строительство в Израиле, оно такое все прямо классное. Еще стоит вон какой уютный домик. О, боже мой, я его даже не заметила за такой высотой домов. Вот это просто класс. Маленькая такая, не знаю, дача, что ли, и рядом вот эти высотки огромные. Вообще, такая эклектика, как бы, это прикольно. В этом что-то есть. Знаете, такое ощущение, что ты попал в метавселенную какую-то, где и фэнтези, и какой-то есть хай-тек. В общем, что-то такое, замес. И это похоже на стимпанк, на самом деле, как раз, вот опять же. То есть Хадера — город стимпанка. Пока что у меня такое вот не скучно. ощущение. Не скучно тут вообще. Вот реально, идешь по городу, и то маленький домик, то старый, то новый, то большой, то разваливающийся, то прямо супер вылизанный. И вот этот вот, кстати, старый домик, у него довольно-таки прикольный вид сбоку, такие грани у него. Так что интересно это смотрится, в общем. То есть тоже вроде домик старенький, но тоже необычный. Оригинальный Цепляет. дом,
видите, такой жилой. И у него такие огромные ножки, что это как типа 2 этажа. И в итоге там внизу огромное место, пространство, туда можно даже, не знаю, фуру поставить, наверное, припарковать. Ну а сверху живут люди, может и офисы какие-то. Ну, выглядит так необычно, как будто дом, здесь вот он стоит, а здесь такая... Ощущение пока что, то, что это самый русский город из всех. То есть русский язык его тут больше, чем в Ришоне. Может быть, просто так случайно совпало, но прям везде ты идешь и слушаешь истории людей. Причем очень интересные истории, потому что, ну, это же евреи, они люди интересные, зачастую тоже со всего мира приезжают сюда. И вот просто по фану даже так рядом постоять в очереди с кем-то и послушать, что тебе рассказывает человек за жизнь. Такая площадь нарядная и небольшое арт-пространство. Картины просто нарисованы на стене, но каждая в рамочке. То есть вот некоторые картины, кстати, выезжают за рамочку. Это отличный дизайнерский прием, я вам скажу. Сам им пользуюсь иногда. Вот, довольно-таки необычно. Я, кстати, такого никогда не видел. Чтобы, ну, картины были, но при этом они на стене. И при этом каждая в рамочке. Что-то в этом есть. Отсюда открывается самый красивый вид на город. Ты стоишь на небольшом холмике, видишь центральную улицу, ну не самую центральную, но все-таки такую красивую улицу. И вот вдали перспектива, видно горы, лес, потрясающе. Вот отсюда уже видно, насколько Хадера хороша. Здесь можно встретить кота в таком месте, в котором вы совершенно не ожидаете. Смотрите. Оп. И спит такой, напился и уснул. Вообще складывается у меня такое ощущение, гуляя по Хадере, что у этого города есть питерский дух. То есть, если Ришон, он такой очень комфортный, он очень европейский какой-то такой вот, ну, чистенький, вылизанный такой Ришон, то этот город, он вроде бы похож, он такой вроде, ну, похож вообще во всем на Ришон, но он более какой-то такой на расслабоне, он более какой-то креативный, он более какой-то питерский какой-то вот. Что-то вот в нем есть такое вот от Питера. А? Хипарский. Ну, хипарский, можно сказать это. Если ты идешь к морю, ты спускаешься вниз. Но вообще город довольно-таки плоский, если вы не идете к морю. Или идете, например, перпендикулярно морю, то тоже будет плоско и хорошо гулять. Вот такая вот улочка приятная. Машин тут немного на ней. Широкие очень тротуары, больше, чем даже улицы для машин. Я начинаю ощущать вайб этого города, и он мне начинает реально нравиться, прям вот очень. Вот когда я только приехал сюда, и мы попали вот на этот, ну, в центре, где куча магазинов, где этот рынок, и вот это было такое ощущение, ну, грязноватое какое-то, все куда-то спешат, что-то как-то вот. То тут, вот в этом месте, ну, вот когда ты углубляешься немножко вглубь города, из центра, то начинает очень как-то тепло на душе быть. Соседствую еще один такой домик. Старенький, но уютный. Уютный такой. Наверное, это связано с его текстурой. Он такой не очень ровненький, знаете, вот эта вот штукатурка, я не знаю, или что это. Ну, в общем, в этом есть какой-то, ну, фишка. То есть он живой какой-то. Старые дома в Израиле, в чем их фишка? Они живые, они ощущаются какими-то бездушными, одинаковыми, отполированными, плоскими, бетонными кусками. Конечно, там комфортно, там классно, там звукоизоляция и вообще там суперски, но именно внешне, когда на них смотришь, они не такие уютные. А это тоже важно. Там посередине стоит тележка, как обычно. Это традиционная израильская фишка, тележки, которую ведет какой-то ослик, наверное. Кафешки, стульчики в виде мороженого и столики тоже, кстати, говорят, да. Интересно, сколько тут стоит фалафель? Мне кажется, индекс фалафеля в этом городе должен быть правильным и хорошим. Меньше 20 точно должно быть. Уж больно тут уютно. Песик тут ходит, выпрашивает у всех тоже фалафеля укусить.
А он чей-то, он чей-то. Штукенция спрашивает, сколько стоит фалафель. Сколько стоит фалафель? 19. Ну вот индекс фалафеля все-таки на шекель ниже, чем в других местах обычно. Ну, традиционно фалафель стоит в Израиле 20. Мы его находили по десятке, ну и даже по семере. Но вот как бы тут 19. Дороговато, но хоть чуть-чуть, но меньше. Уже приятно. Очень много всякого бизнеса, всякие маленькие такие магазинчики. В общем, прямо, я не знаю, такие маськи. Маськи такие. Микробизнес. Это микробизнес даже, это не малый бизнес. Вот. Везде что-то продают тут. Везде какие-то кафешки. Интересно то, что вот две камеры такие, да, они соседствуют с такой очень реально обшарпанной крышей. Какой-то хай-тек смешивается с ну, вот, какими-то такими древними аутентичными вещами. Очень нарядный город на самом деле, его можно полюбить. И, ну, наверное, нужно тоже попасть как бы в правильное место. В входе в аптеку вас встречает кот. Оригинальный дизайн дома с балконами такими по очереди. То есть ты выходишь на балкон, и твою крышу никто не загораживает. Ты всегда можешь позагорать. Наша любимая улица Рамбам, которая есть в каждом городе. Потому что, как мы теперь узнали, Рамбам – это известный духовный деятель Израиля. Вроде бы улица обычная, но что-то вот в ней есть такое приятное. Сложно словами передать, что именно. Классные граффити. Идешь так мимо, как будто мимо какого-то музыкального рок-клуба. Баллончики, из которых эти граффити нарисованы. В Израиле очень любят делать татушки. То есть вот стоят два таких мотоцикла моднейших, просто офигенных. И это тату-салон. Можно туда зайти, и вам набьют что-нибудь. Вон там народ вовсю фигачит. Штукенция, хочешь татушку? Да. Вообще евреи народ изобретательный. Смотрите, вот такой классный цветочек посадили, и поливать не надо, и он никогда не завянет. Главный плюс жизни в Хадере – это то, что здесь рядом море, и до него можно дойти пешком. Здесь всего пару-тройку километров, 3, да? И за это можно меньше, чем за час дойти. И главное, что вот ты идешь вдоль такой улицы, она нормальная, здесь не так уж прям много машин. Не шоссе, короче, не трасса. Кстати, вот в Ришине там намного хуже идти вдоль дороги, потому что там реально трасса, там какие-то такие переходы не очень приятные. Пешком дойти намного сложнее. В Хадере везде очень много деревьев, пальм, кустов. Не зря этот город даже в переводе с арабского означает «зеленый». На выезде из Хадеры тоже, в общем, пробочки тут. То есть тут светофор, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, и люди тут стоят, ну, какое-то время. Это, конечно, не московские пробки даже близко, и не тель-авивские, тем более. Ну, вот светофор сейчас включили, и все едут. То есть, в принципе, не то, чтобы она прям очень большая. Фруктовое ассорти на баках. И вот такой вход. Вау, и мы попадаем в Хадеру, которую никто не видел. Снимать фильм «12 стульев». Раз стул есть, два стул есть. Штукенцию пойдем попробуем найти ее. А вот она. Опа! Выглянула в окошко маленькая кошка. Слушайте, здесь прикольное место такое. Вот здесь стоят такие маленькие домики дачные. Прям совсем маленькие-маленькие. У них есть даже какая-то земля небольшая, там огороды у людей. И рядом с ними стоят такие огромные построенные дома. То есть буквально вот между ними там несколько метров. А тут стоит еще такой старый домик разрушенный. Видимо, здесь тоже раньше кто-то жил. Прям как фильмы ужасов можно снимать. Прикольные такие тут местечки. Вот у кого-то тут домики, видимо, ну, люди тут давным-давно жили. Их потихонечку сносят и строят уже большие дома. Ну, вот так продолжается дорога к морю. Здесь мы уже вышли на небольшое шоссе, но есть широкая пешеходная дорожка. И идти вполне комфортно, потому что, как вы видите, машин крайне мало. В этом плане Хадера намного лучше Ришина. В Ришине все-таки движение более плотное. В Хадере в центре были пробки и было такое движение, но чуть-чуть мы отошли и абсолютно практически пусто. В Хадере тоже люди передвигаются на маленьких машинках. По шоссе. По шоссе гонят вперед.
По пути к морю мы видим место с виллами, уже многоэтажные дома закончились и начинаются маленькие, ну типа дачные поселки. На самом деле это еще в черте города, вокруг все зеленое и инфраструктура хорошая, дороги есть. Но, видите, можно жить в большом доме и в таком более городскоподобном районе, а можно жить в маленьких виллах. Заезд на квадроциклах. Причем это семейный заезд, явно, что это одна большая компания, взрослые и помладшие ребята, все вместе собрались на этих машинках и гонят в сторону моря. Скорее всего, они живут как раз-таки где-то в районе вилл и в качестве развлечения на море едут на квадроциклах. Блин, это просто офигенный способ отдохнуть всей семьей. Счастливое у людей детство. Представьте себе на таком квадроцикле из Хадеры на море. Все в цветочках, в каких-то зарослях, радостное небо синее. Зима в полном разгаре, а тут так круто. А в этом коттеджном поселке на крышах посмотрите, сколько солнечных батарей. Кстати, в Израиле около 1% электроэнергии генерируется через вот такие солнечные батареи. Между двумя дорогами стоят страусы, которые несут в себе не яйца, а какие-то милые цветочки. Торговый центр в Хадере. Это пипец. Вы посмотрите, ни одного свободного места на парковке. Просто все забито. Причем самое смешное, что сейчас рабочий день, рабочее время. Торговый центр оказался огромным. Выполнен в очень стильном дизайне, обшитый деревом. И самое удивительное, что здесь в открытых местах есть фонтанчики, всякие водные инсталляции. И мы пошли в фуд-корт, такое местечко, где можно перекусить, тоже под открытым небом, с фонтанами, куча народу везде. Такой прикольный дизайн, классно. То есть именно торговые центры в Израиле, они все очень уникальные, у каждого свои какие-то дизайнерские решения и очень много всего под открытым небом. То есть ты буквально поднимаешься на второй, на следующий этаж и все равно оказываешься под открытым небом. И здесь, например, места, где можно перекусить, они тоже такие клевые, что это вообще в чанах, там что-то кипит, супчики продают, шаурму делают, фалафель продают, то есть куча уличной разнообразной еды, мороженое всякое необычное. Cheers. Рядом с торговым центром мы встретили серфинг-клуб, самый настоящий, то есть это ты просто идешь под открытым небом, бассейн с волнами, и на нем катаются люди на своих досках, это просто с ума можно сойти. А если у вас в Израиле проколет шину на дороге, то есть специальные службы. Вам не нужно теперь самому доставать запаску и ее менять. Тут такие прямо дороги, свежеположенный асфальт. И еще, видимо, это все будет достраиваться. В общем, такое место прямо горяченькое. И тут такой новый микрорайончик, собственно, за ним море уже. Такие нарядные дома с такими необычными стеклами. Видимо, там, наверное, лифт какой-нибудь идет. На подходе к морю мы попадаем в райончик, который очень похож на Ашдод, наш любимый. Ну или на Хариш, наш тоже уже любимый. Ну, такие дома — это классическая архитектура новых домов, новых районов в Израиле. Это тоже что-то новенькое. Такого дизайнерского решения я еще ни разу не встречала. Такой дом похож на какого-то Пакмана, какой-то монстр такой, с глазками такой. Прикольный. Кто-то на крыше домика что-то чинит, заметим. Такая стояночка тут. Можно, если у вас автодом, наверное, встать. Что-то тут, кстати, чинит. Видите, за 10 шекелей, видимо, что-то происходит тут. Слушай, это шаурма. Или фалафель, шикарно. Как раз захотели попить. Ну, тут, конечно, совсем такие элитные районы приморские. Все дома новые и все дома разные. То есть тут каждый из них по какому-то своему индивидуальному проекту создан. Интересное урбанистическое решение — это скошенные бордюры. Какой-то, может быть, в этом есть практический смысл, но я в первую очередь вижу визуальный.
Хадера не только располагается на побережье Средиземного моря, но и также является одним из самых зеленых мест в Израиле. Здесь располагается парк, который называется Хадера Форест. Это чуть ли не самый большой зеленый парк в Израиле. А если вы хотите жить у моря в таком новом шикарном доме, то квартиры здесь начинаются от $600 тысяч и до нескольких миллионов. Хотите себе такую квартирку? Самый миленький дом из всей Хадеры это вот этот. Смотрите, какой он клевый. У него балкончики такие полукругами, они перетекают друг друга как бесконечность. Сверху, походу, баня, там люди в белых халатах стоят. И рядышком море. Ребята, я не видела его целую вечность. Ну, где-то месяц, наверное, или около того. Так приятно пешком прийти на море, вы бы знали. Это какой-то, знаете, особый вид кайфа, когда ты можешь взять и именно пешком прийти на море. Не приехать на автобусе, не прилететь на самолете, не на поезде, не на машине, не на скутере, не на велосипеде, а пешком. Не знаю, это какая-то магия, что ты так близко находишься к морю, которое обычно где-то там за 3 земель от тебя. Всю пальму обрезали верхушки, а вот у этой пальмы оставили. Мне кажется, пальма с верхушкой выглядит более миленько. Такая тверденькая она, как будто бы это хвоя, как будто иголочки у елочки. Такой небольшой променад к морю, похож на Тверь, где мы к озеру Кенерит. Очень красивая скала, неожиданно. Мы, честно говоря, не ожидали, что тут увидим такую скалу. И пляж такой прям, какой-то он совсем лакшери по ощущениям. Как обычно, мы тут одни. Слушайте, мы что, в Израиле одни, что ли, по курортным местам ходим? Рядом какие-то отели, ну прям они такие классные, в смысле красивые. Не знаю, что там внутри. Не была. Думаю, что жутко все это дорого, но дизайн такой прям тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. И рядом площадка есть, всякие лавочки. Пляж песчаный. Сейчас чувствую, у меня все ноги будут в песке, хотя, в принципе, нет. Тут песочек плотненький. Классно так все выглядит. О, чувак рыбачит. Слушайте, здесь что, можно поймать что-то? Пришел такой на море, наловил себе рыбку на ужин. Шикардос. Да, красиво. Никто не купается. Сейчас потрогаем водичку, посмотрим, как она. Но вот именно дизайн этого пляжа пока что мой любимый. Мне больше нравятся маленькие уютные бухточки. Видите, они с разных сторон, с двух сторон окружены камнями, с этой стороны и с другой стороны. Там еще вдали, кстати, виднеется порт, но кораблей особо нет. Поэтому этот порт, он как-то не портит картину в целом. Потому что, конечно, рядом с портом плавать не очень приятно. А вот здесь такое ощущение прямо уютной бухты. Ты сидишь на море, все такое бескрайнее, и рядом вот эта вот горка. Скала, не скала, а горка. В общем, она придает какой-то особый шарм, какой-то вьетнамский даже. Мы когда были там на острове Кадба, там тоже такие скалы, и они обрамляют пляжик, и ты сидишь такой вот в закутке. Получается супер уютно, и именно ощущение от этого более приватное, более такое, ну, не знаю, лакшери, не лакшери, что-то такое. То есть, когда пляж огромный, открытый, ощущение, что он такой общественный. А когда он такой уютненький, ты как будто бы, ну, не знаю, как будто бы этот пляж только для тебя. Как водичка, тепленькая? Ну, как у нас в душе примерно, на прошлом жилье. Ну, такая, жить можно. Просто сидишь и чилишь так. Камушки, кстати, такие мягенькие. Что вы думаете, зимой в Израиле никто не купается? Ну, вот. Но прикольно, что здесь, кстати, висит знак, что купаться запрещено. Температура воды примерно такая же, как мы в феврале ездили купаться в Египет. То есть она такая, ну, чуть-чуть прохладная. Ну все, ребят, это официально наш любимый пляж в Израиле. Город Хадера. Спускаешься к морю и кайфуешь. Тут красиво, тут скалы, галечный пляж. Что ты говоришь там, звездочка? Тут очень красиво, тут вот эти скалы, тут галечный пляж приятный, море такое приятное, не волнуется слишком сильно.
Штукенцию попросили сфотать семью на отдыхе. Вот она фоткает. Поза профессионального фотографа. Идем к камням. Интересно, там можно пройти? Это кораллы? Офигеть! Огромный старинный коралловый риф. Ага. Вот это да! Я-то думала, это какая-то скала, а это вон оно что. Вот так выглядит коралловый риф. Под водой обычный. Там еще рыбки копошатся. Охренеть можно. Здесь такие прикольные камни. На них можно... Ну, это не камни, это, получается, кораллы у нас. Вот так можно прям на них, оп, и походить. Можно далеко-далеко уйти, но, конечно, надо аккуратненько. Вообще так круто. Очень необычный ландшафт. Такое, кстати, около моря редко можно встретить, чтобы вот в открытой воде и в таком доступе были кораллы. И они, главное, ничем не закрыты, потому что в Египте часто такие места занавешены, и туда нельзя зайти. Такая интересная слоистая текстура у этого образования кораллового. Давайте посмотрим вблизи, как оно выглядит. Такое ощущение, что это песок. Но смотрите, так вот это трогаешь, и это не совсем песок. Это такие вот как бы кусочки, а между ними песчаная прослойка. Все это как такой, знаете, слоистый торт Наполеон, сделанный что-то типа вот из коралла, перемежается песком. Так вообще офигенно выглядит. На нем, кстати, даже растение растет. Смотрите. Растюшка решила. Ну а что? Неплохое место, чтобы вырасти. Там будет Нетания и Тель-Авив. Туда, там будет Хайфа. На 13-м автобусе мы решили от моря доехать к рынку и закупиться немножко дешевыми продуктами. Приехали мы обратно в город. Здесь попугаи поют, птички. Такая тихая-тихая улица. Изредка встречаются машины. Декорация из камней, на которых нарисованы домики и деревья. Так круто сделано. Вроде такая простая идея, но выглядит очень здорово. Выходим на всем известную улицу Ротшильда, которая по традиции есть в каждом израильском городе. И идем на рынок. Здесь есть такой рынок, там очень классные цены, типа по 3 шекеля можно купить килограмм того, сего, 5-го, 10-го. Сиреневый шалаш подсказывает, где находится рынок. Но здесь уже ближе к вечеру все начинает закрываться, поэтому нужно успеть. Ну вот, рынок, видите, как бы многие вещи уже распроданы, многие лавочки закрываются, но что-то все еще работает. Рынок закрывается, но от этого он становится еще более симпатичным. Видно на каждой вот этой вот закрывашке отделения видны классные картины. А вот что мы купили. Мы купили овощей, немножко капусты даже взяли, в общем. Тут все дешевле, чем в магазине. Ну, процентов на 30 хотя бы было, что неплохо. Конечно, не бесплатно, но в общем нормально. Идем мы к остановке, и тут по дороге встретили такое прикольное дерево, встроенное в дом. Или дом, построенный вокруг дерева. В общем, короче, оно там в центре растет, а вокруг него вот такая вот конструкция и сверху дырочка наверх, к солнцу. Прикольно, да, так?